Михалыч принес нам множество проблем. Всем привет! Вас приветствует канал Криптомиксер Михалыча. И сегодня в рубрике «Фьючерсы» мы рассмотрим фандинг, или как еще называют ставка финансирования. Для хорошего восприятия включите субтитры. Для удобства в плейлисте находятся все видео по рубрике «Фьючерс». Фандинг – это ставка финансирования, которая представляет собой периодические выплаты для трейдеров, у которых есть открытые позиции на рынке бессрочных фьючерсов. Они рассчитываются несколько раз в день и позволяют предотвратить долгосрочную разницу между курсами базового актива и деривативного контракта. Итак, на вкладке «Фьючерсы» фандинг можно смотреть вот здесь. У бессрочных фьючерсов нет срока окончания, поэтому трейдеры могут удерживать позиции бесконечно долго, а стоимость контракта может отклоняться от цены базового актива. Чтобы минимизировать это отклонение, на бирже Binance Futures реализована система фандинга. Она автоматически списывает средства у одних трейдеров и начисляет другим. Лонгисты платят шортистам или шортисты платят лонгистам. Это зависит от открытых позиций, а также от раскорреляции котировок на фьючерсном и спотовом рынке. Если стоимость бессрочного фьючерса растет, то фандинг положительный. В таком случае ставка финансирования взимается из трейдеров, у которых открыты позиции в лонг, и начисляется трейдерам, у которых открыты позиции в шорт. Если стоимость на бессрочном фьючерсе снижается, то фандинг отрицательный. Тогда ставка финансирования взимается из шорт трейдеров и начисляется лонг трейдерам. На бирже Binance Futures выполняется автоматический расчет фандинга каждые 8 часов, в полночь, в 8 утра, 16:00 по UTC. Для нашего региона это 4, полдень и 18:00. Ставка начисляется или взимается в момент перерасчета, если у трейдера есть открытая позиция. На бирже Binance есть специальная информационная панель, где в реальном времени отображается актуальная периодичность и ставка финансирования по всем парам. Ссылку оставлю в описании под видео. В специальном разделе можно также просмотреть график ставок финансирования за 7 и 14 дней. Фандинг на бирже Binance рассчитывается по несложной формуле. Номинальная стоимость позиции умножена на ставку финансирования. Ставки финансирования бессрочных фьючерсов зависят от общего тренда на спотовом рынке, и движущей силой для фандинга является именно стоимость базового актива на спотовом рынке. Как это происходит? Если биткоин уверенно растет в цене, то у фьючерса на биткоин увеличится ставка финансирования. Это может свидетельствовать о том, что большинство ожидает продолжения роста. Но чем выше поднимается ставка, тем больше суммы будут выплачивать лонг-трейдеры. Это постепенно приведет к уменьшению спреда между котировками контракта и базового актива. По мере того, как курс фьючерса будет приближаться к цене базового актива, ставка фандинга будет уменьшаться. Аналогичная последовательность происходит и в обратном направлении, когда наблюдается нисходящий тренд. Независимо от стратегии трейдера, есть смысл обращать внимание на периодичное финансирование. Благодаря этому можно повысить прибыль или снизить убытки. У нас сейчас положительная ставка фандинга. Придерживаемся такой стратегии. Если до перерасчета остается мало времени, 5, 10, 30, 60 минут, а трейдер хочет открыть позицию в лонг, то ему лучше немного подождать, чтобы не оплачивать фандинг за этот короткий период. Если трейдер хочет открыть позицию в шорт, то ему выгодно сделать это в конце периода, чтобы сразу получить вознаграждение по фандингу. При отрицательной ставке это работает наоборот. Лонг-трейдерам лучше открывать позиции в конце периода, шорт-трейдерам лучше открывать позиции в начале периода. Учитывая высокую волатильность криптовалютного рынка, трейдерам нужно быстро реагировать на изменения ситуации. Это относится в том числе и к показателям ставок финансирования. Поэтому на бирже Binance реализована возможность настройки уведомлений, которые будут автоматически приходить на электронную почту, в СМС или в мобильное приложение. Вывод. Учитывая, что ставка финансирования вычисляется с учетом маржи, она может заметно повлиять на прибыль или убыток инвестора. С учетом таких факторов можно разработать торговую стратегию,
которой фандинг будет выступать крупным или основным источником прибыли. И это касается также торговых пар с низкой волатильностью. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. А также присоединяйтесь в Telegram. Всего доброго, до новых встреч!